По лесной тропе, вдали от крупных населенных пунктов одиноко бежала собака, направляясь к единственному поселку, которое еще считалось городом, но по факту это была уже большая деревня. Пса тянуло к людям, к тому же он давно ничего не ел, это было заметно по осунувшемуся внешнему виду, торчащие с боков ребра сигнализировали о явном недоедании животного. Трясущиеся лапы и разбитые в кровь подушечки пальцев намекали на долгий путь по лесным необустроенным тропам. Волоча за собой обрубок цепи, на которой его держали прежние хозяева. Городок оказался маленьким, несколько многоэтажек в центре и разбросанные частные дома вокруг. Пес сначала сунулся в центр, думал, что в большом скоплении людей он найдет воду и еду. Однако зверь просчитался. Пес был питбулем, красивым коричневым с белыми пятнами, острыми ушами, широкой грудью и немного кривыми лапами. Стандартный вид для животного его породы. Вот только жители городка его не оценили. При виде зверя они бросились в рассыпную. Кто крестился, кто сплевывал и бросал что-нибудь в животное. Поведение местных жителей объяснялось очень просто: питбулей они раньше не видели. В северном суровом климате звери без густой шерсти не выживали. В городке ценили лаек, овчарок и алабаев, а по улицам бегали беспородные переводки, но все как один мохнатые с продолговатой мордой. Новенький зверь выглядел инопланетянином. Его укороченная морда, острые купированные уши вызывали неприятие. Человек в некоторых планах существо примитивное. Если чего-то не понимает, то инстинктивно боится и отторгает. Вот и городок настойчиво отталкивал питбуля, это что еще за тварь? Воскликнул пожилой охотник, стоило псу появиться на его улице. Старик вбежал в дом. Животное понадеялось, что ему вынесут еду, но вместо этого человек выбежал с ружьем, или питбуль уже сталкивался с оружием раньше, или безупречно сработала интуиция, но пес побежал раньше, чем старик взвел курок. К счастью, охотник был уже старым и плохо видел. Выстрел прогремел на всю улицу, пуля пронеслась в метре от животного и больше в тот район собака не совалась. Местные мальчишки быстро узнали про новичка. Как и все дети, они чутко чувствовали настроение взрослых и неосознанно копировали его. Ружей у мальчишек не было. Зато обочины дороги были усеяны камнями. Питбулю пришлось очень сложно. Если взрослые только отгоняли от своих дворов, дети следовали по пятам, упражняясь в меткости. Спина питбуля была вскоре покрыта ссадинами и ранками, а от детского голоса пес вздрагивал даже во сне. Скрываясь от очередных преследователей, питбуль нырнул в кусты у дороги. Подростки радостно улюлюкали, окружили заросли. Они решили, что рано или поздно он точно выползет, поэтому нагребали побольше камней и готовились к осаде. Бедный перепуганный пес готов был сквозь землю провалиться, но грунт тут был как камень. Питбуль попятился и уперся пятой точкой в забор. Он резко развернулся и чуть не заскулил от радости, в заборе был вылом. Животное просунуло морду и замерло. Расшатанная доска треснула, тогда пара подростков испуганно зашептались: «Баба Аня! Сумасшедшая баба Аня!» Мальчишек сразу же смело с забора. Они поспешили скрыться за поворотом улицы, возбужденно обсуждая местную легенду. Хозяйка дома, Анна Леонидовна, последние 5 лет была чем-то вроде страшилки на ночь для местных детей. После смерти мужа и ссоры с дочерью женщина стала затворницей, выходила только во двор. Ни с кем не общалась. Иногда соседи даже задумывались, жива ли еще старушка, но вечером мелькал свет в окнах, поэтому панику никто не поднимал. Зато такой образ жизни послужил отличной почвой для домыслов. Подростки придумывали одну историю страшнее другой. То старушка заманивала детей в подвал и съедала там их, то по ночам. В общем, у кого на что фантазии хватало, то и приписывали пенсионерке. Она стала местной легендой, и младшее поколение старалось держаться от женщины подальше. Питбуль только после громкого крика заметил хозяйку. Анна Леонидовна сидела на старом деревянном шезлонге возле небольшого самодельного пруда.
Она всегда любила водоемы, поэтому покойный муж в молодости сделал для нее прудик. Когда-то там даже рыбки плавали, а сейчас только жабы квакали да стрекозы летали. Женщина окинула неизвестного пса строгим взглядом, подняла руку, призывая его подождать, и молча скрылась в доме. Питбуль не собирался возвращаться на улицу в ближайшие пару часов. Поэтому с любопытством подошел ближе к крыльцу. Вскоре хозяйка вернулась с миской и запыленным мешочком собачьего корма. Когда она разорвала упаковку, пес громко чихнул от пыли, но сразу же набросился на еду, стоило первым кусочком со звоном упасть на дно металлической миски. «Странный ты пес», — склонила голову на бок хозяйка. «Видно, что не из наших. Выкинули, наверное. Ты ешь, ешь, а то уже костями светишь. Такой вид приличной собаки не годится». Анна Леонидовна оказалась словоохотливой. Постоянно сидя в доме без собеседника, она внезапно нашла пару свободных ушей и решила выговориться. Рассказала, как когда-то с мужем приют для бездомных животных организовала. Только после смерти супруга сама не смогла его тянуть. Местным жителям приют был не нужен, поэтому животных просто отравили, не слушая возражений старушки. Немного запасов корма с тех времен осталось до сих пор. Питбуль с аппетитом хрустел подушечками и внимательно поглядывал на женщину, словно понимал. Она рассказала, как после смерти супруга рассорилась с дочерью, и теперь та не звонила и не приезжала. Внука старушка не видела уже 5 лет и боялась, что никогда уже не увидит. Анна Леонидовна не выдержала, всплакнула. Же подошел поближе, жалобно заскулил и положил голову старушки на колени. Женщина улыбнулась молчаливой поддержке, погладила четырехлапого. «Останешься у меня жить?» – спросила она. «Назову тебя графом». Питбуль не был против нового имени. Впервые за долгие недели он не убегал от опасности, не искал еду и был спокоен. Пес остался со старушкой. Они не ходили по улицам, а предпочитали гулять на заднем дворе у пруда. Но такая идиллия не понравилась соседям. Распуганные мальчишки пожаловались родителям, что странного пса забрала баба Аня. Взрослые, зная про возраст старушки, усомнились, что она справится со взрослым незнакомым псом. Кто-то припомнил нападение питбулей на людей, другие поддержали идею избавления от животного. Но всей толпой идти побоялись, отправили активистку, которая раньше хорошо общалась с Анной Леонидовной. Понадеялись, что знакомая убедит старушку, что от животного следует избавиться. Звонок в дверь старушку перепугал, она давно не принимала гостей и искренне считала, что про нее забыли. Промелькнула надежда, что эта дочь решила помириться. Но на пороге оказалась давняя знакомая. Граф следовал за хозяйкой по пятам. Он, как и положено охраннику, зарычал на незнакомку. Гостья отшатнулась и принялась заверять Анну Леонидовну в том, что ее новый питомец – настоящий монстр. Женщина на это только усмехнулась, уж она-то знала, насколько нежным и ласковым может быть граф, только переубеждать девушку не спешила. Только ногой отодвигала собаку себе за спину. Знакомая, видя, что ее доводы не срабатывают, подошла с другой стороны, напомнила Анне Леонидовне о ее возрасте и поинтересовалась, хватит ли ей сил содержать собаку такого размера. Хозяйка уже не выдержала, жестко заверила гостью, что с ней все в порядке, а потом захлопнула дверь. Старушка с трудом дошла до дивана, от нервов и постоянного удерживания здорового пса у нее затряслись колени. Теперь уже она и сама подумала, что сделают с графом после ее смерти. Но передать собаку было некому, а отдавать животное на растерзание кровожадным соседям она не могла. Через несколько дней в двери снова позвонили. Анна Леонидовна отвела графа в свою комнату, отдала команду сидеть и молчать. Пес явно когда-то был домашним и хорошо обучен, он понимал и выполнял все команды. Граф тут же сел на пол возле кровати, преданно глядя на хозяйку. Женщина плотно прикрыла дверь, чтобы пес не вырвался в неподходящий момент. Она отправилась открывать в полной уверенности, что соседи прислали очередного гонца.
Но распахнув двери, женщина ахнула и чуть не упала от переизбытка чувств. На пороге обнаружился сын с подросшим внуком. Он просил посидеть с мальчиком 4 дня, пока они переедут из одного города в другой. Анна Леонидовна так обрадовалась возможности побыть с внуком, что тут же согласилась. Предупредить про графа она совершенно забыла, из головы вылетело все, кроме возможности побыть с родным человечком. Зять, получив согласие, протянул сумку с вещами мальчика и поспешил уехать. Мирон с интересом вошел в дом, он давно там не был, и теперь заново знакомился с обстановкой. Старушка мгновенно ожила, словно помолодела, и принялась хлопотать около внука. Она отнесла вещи в свободную комнату, кинулась на поиски постельного белья и теплого одеяла. На улице уже похолодало, ночью дом тоже остывал. Мальчик с любопытством совал нос во все комнаты. Он распахнул дверь бабушкиной спальни и с криком отскочил назад. Анна Леонидовна прибежала на звук вовремя. Граф как раз угрожающе рычал и надвигался на незнакомца. А мальчик, перепуганный, отползал. Старушка рассказала про появление питбуля и пообещала, что будет гулять с ним только когда Мирон спит. Все остальное время пес будет сидеть в ее комнате, запертый. Это успокоило внука. Мирон отправился дальше исследовать дом, а потом двор. От пруда он пришел в восторг. Водоем быстро стал центром внимания мальчика. Он часами просиживал на берегу, собирал из бумаги кораблики и пускал в воду, кидал мелкие камушки, бил по воде палкой, воображал себя капитаном пиратского корабля, сидя на шезлонге. Анна Леонидовна предупредила внука, чтоб тот был аккуратнее у воды. Небольшой пруд проектировали для разведения рыбы, поэтому он был достаточно глубоким. Несколько дней все было хорошо, а потом случилась беда. Женщина готовила ужин, когда с улицы раздался громкий всплеск и собачий лай. Старушка выглянула в открытое окно и закричала от ужаса. Этот крик разлетелся по всей округе, заставляя соседей вздрогнуть, а я говорила, что это агрессивный зверь, воскликнула знакомая, которая приходила несколькими днями раньше. Соседи быстро организовали небольшой отряд по спасению старушки. Мужчины взяли ружья и лопаты, чтобы отбиваться от пса. Всей толпой они выломали замок на калитке и вбежали на задний двор. Толпа безмолвно застыла на месте, не понимая, что произошло. Возле пруда на траве сидел промокший насквозь мальчик. Ребенок кашлял и выплевывал воду. Рядом изо всех сил мотылял обрубком хвоста граф. А над ним громко ругалась Анна Леонидовна. Пес, заметив незнакомцев, грозно зарычал и двинулся на них. «Фу, граф!» «Сидеть!» – строго приказала хозяйка. Пес тут же как прирос к земле, только недовольно посматривал в сторону чужаков. Вдруг во двор зашла дочь старушки. Она увидела мокрого сына, большого пса рядом и подумала не о том. Разразился скандал. Кричали все, дочь обвиняла, Анна Леонидовна оправдывалась, соседи вставляли комментарии. А потом Мирон встал, подошел к графу и обнял пса. Животное счастливо завиляло хвостом. Вокруг все в мгновение стихло, присутствующие уставились на мальчика с псом. «Мама, граф меня из воды вытащил, когда я в пруд упал», — рассказал ребенок, бабушка бы все равно добежать не успела. А он успел. Теперь на собаку посмотрели по-другому. Анна Леонидовна опомнилась, что на улице уже холодно, и пригласила всех в дом. Мирона завернули в теплое одеяло и отпаивали чаем. Гостиная забилась людьми под завязку, но никто не жаловался. Анна Леонидовна помирилась с дочерью. Соседи признались, что питбуля можно не бояться. Компания просидела за чаем до глубокого вечера, разошлись все довольные собой. С тех пор Мирон часто приезжал к бабушке в гости. Анна Леонидовна больше не вела отшельничества. На улицах городка к женщине в гости так и норовили заглянуть. Спасение пса навсегда изменило жизнь этой, казалось бы, странной старушки, ведущей одинокий образ жизни.